Всем привет! Для приготовления домашней колбасы понадобится нам рулька свиная свежая и копченая. Я использовала свежую с копченой совместно, потому что в результате этого получается совершенно другой вкус вашей колбаски. И дополнительно при разрезании не будет вот этот сероватый цвет, потому что мясо без добавления нитритной соли, оно не будет иметь этот розоватый оттенок, как обычно мы привыкли видеть колбасные изделия, а будет сероватым цветом. А копченая рулька, она вот такая красноватая остается, и вот в разрезе будут островки вот чередоваться красного с сероватым кусочком мяса. По сути дела, все подробно в видеоролике изложено. Я не добавляю много других специй, не любителя специй, да, кроме перца, перец и то в умеренных количествах. Чесночок используется, чесночок. То есть количество это для меня то, что мне нравится. Вы можете увеличить, добавить перца или красного перца, кому-то нравится, или чесночка еще побольше положить. В общем, дело вкуса. Я люблю все в меру, поэтому легкий оттенок чеснока, легкий оттенок перца, никакой куркумы или там еще что-то специфическое нет. Мясо должно чувствоваться мясом. А вот соусы к этому мясу, уже к вашей колбаске, вы можете различные использовать. Обожаю с горчицей, как мы привыкли холодец кушать. По сути дела, эта колбаска домашняя, это холодец наш, хельтисон. Просто более плотной структуры, холодец больше жидкости, здесь меньше жидкости, и все. Так как у рульки копченые кожица более плотная, я ее ножом прокалывала, чтобы внутрь при кипении, при варенье жидкость просачивалась внутрь и отваривалась лучше. Ну и все, перцы, пожалуйста, все перечислено, сколько чего добавлять. Варить тоже вы в процессе варки, у меня, допустим, 3 часа ушло на варку. Время варки зависит и от качества мяса. То есть тут ориентируйтесь, как только мясо начинает отделяться легко от кости, вы проверяете, значит уже готово. Соль я кладу не сразу, в начале специи, а соль где-то через 2 часа варки я соль, уже последний час уже вместе с солью варится. Далее бульона я немного использовала, пластиковые бутылочки из-под воды минеральной. Все уплотнить хорошенечко так, чтобы пространство, иначе при разрезе у вас воздушное пространство будет образовываться. Поэтому старайтесь уплотнить получше. Кусочки не измельчайте очень, чтобы они такие крупненькие были, легче нарезать, более красиво будет в разрезе у вас тогда колбаска. Что еще принципиально здесь? По сути дела, все. Рекомендую использовать для наполнения мяса емкости небольших размеров, чтобы можно было заморозить, так как здесь нет консервантов никаких, и вы не можете хранить длительное время наверху в холодильнике без морозильной камеры. Если, конечно, у вас большая семья и быстро это у вас уйдет и израсходуется, то, конечно, можно и емкость большего размера. Ну, женщина сообразительная, я думаю, это излишний совет. Можно также использовать форму из-под кекса, допустим, любую емкость, из которой удобно будет достать будущую вашу колбаску. Подавать можно с разными соусами, с горчицей. Там я бутербродики сделала, тоже круглой формы такой же. На ваше усмотрение, любая подача. Всего доброго. Надеюсь, вам понравился мой рецепт.